Так уж получается, что когда мы появляемся на свет, Бог каждого из нас наделяет каким-то даром. У Джона этот дар проявлялся в любви к животному, природе с самого раннего детства. Он старался помогать животным, нуждающимся в этом. В школе все его доклады были о том, как мы можем оградить природу от собственного влияния. Да и на субботниках по уборке городской пляжной территории его не надо было заставлять. Он всегда был в числе добровольцев и с энтузиазмом собирал раскиданный кем-то мусор, делая окружающее пространство вокруг себя немного чище. Поэтому, когда Джон после школы пошел учиться на ветеринара, никто не удивился. Скорее наоборот, все ждали от него чего-то подобного. Учеба у Джона шла легко. Кажется, он не ошибся в выборе профессии. Однако, когда дело дошло до практики, то тут стали появляться некоторые проблемы. Нет, у талантливого студента не было проблем с тем, чтобы выставить правильный диагноз или провести ту или иную процедуру. Главная его загвоздка была в том, чтобы пережить момент, когда помочь он уже не в силах. Администрация городского зоопарка сразу же разглядела в Джоне ответственного и обладающего квалификацией врача. Пускай еще и молодого, но, как говорится, молодость – это недостаток, который быстро проходит. Уже на 3-м курсе Джону предложили работать в зоопарке. Парень, конечно же, с радостью согласился. Но вскоре его ждало жесткое разочарование. На его руках погибла енот-самка. Никак не могла родить, и Джон сделал все, что предписывала наука. И благодаря ему на свет появились 3 детенышей. А вот их маму спасти он так и не смог. Парень впал в депрессию. Что бы он ни делал, но перед глазами он видел только глаза умирающего животного, в которых он явно читал мольбу о спасении. «Да ты разве Бог?» – старались убедить его коллеги. «Тебе не по силам решать, кому жить и кому нет. Врач только помочь может, а уж как организм справится, от нас не зависит». Да, парень и сам все это прекрасно понимал и даже больше. Он осознавал, что с таким подходом работать не сможет, но ничего не мог с собой поделать. Видя все это, директор зоопарка принял единственно правильное решение. «Слушай, друг, тебе перезагрузиться надо», протягивая ключи, сказал он. «Вот тебе ключи от нашей базы. Ты поезжай, побудь наедине с собой. Это лучшее средство, я по себе знаю». Джон сначала пробовал было отказаться, но директор проявил настойчивость. Да и парень сам понимал, что лучше ему сейчас отвлечься от своих навязчивых мыслей. База оказалась слишком громким словом. На деле это был всего лишь небольшой домик, но со всеми удобствами и прямо на краю заповедника. Здесь и правда было чудесно. Лес, тишина со всех сторон. Джон будто снова попал в детство. Безмятежность, красота. Что может для человека быть спасительнее, чем единение с природой, откуда мы все и вышли много миллионов лет назад? Парень и правда здесь почувствовал себя лучше. И только ночами к нему возвращались глаза бедной енотихи, полные слез. То утро парень проснулся именно с этими мыслями. Настроение было каким-то пасмурным, в отличие от погоды за окном, где уже вовсю сияло солнышко. Поднявшись с постели и умывшись, Джон решил не завтракать, а взял с собой большое яблоко и отправился на прогулку. Здесь действительно было легче. Жизнь окружала его повсюду: стрекозы, кузнечики, зайцы, суслики. А где-то в чаще обитает живность и покрупнее. Но Джон не думал уходить так далеко. Хотя, как выяснилось, этого и не потребовалось. Откусив от своего яблока, Джон вдруг замер, встретившись глазами с крупным бурым медведем. Сердце тут же сжалось в тугой комок, и предательски затрепетало, как тот заяц. Только не бежать. Держать себя в руках, помни, чему нас учили, повторял про себя парень, заодно стараясь хоть немного успокоиться. Но как ни старался Джон остаться на месте, ноги произвольно начали потихоньку пятиться назад при виде медленно надвигающегося на него медведя. «Ну чего тебе, яблоко хочешь?» Вдруг выкрикнул Джон. «Да мне не жалко». Он аккуратно кинул свое почти целое яблоко. Но медведь даже не обратил на него никакого внимания, а лишь как-то горестно ворчал. Зато вместо этого из зарослей травы выскочил медвежонок и, ловко ухватив подаренное яблоко, тут же скрылся с ним в дебрях. «А, так это же еще и медведица с малышом!» С отчаянием подумал Джон. Он прекрасно понимал, что этот факт делает ситуацию еще опаснее. Медведица, защищая свое потомство, может быть еще опаснее.
Да неужели все? Такая страшная и глупая смерть. Предательские мысли нагоняли на парня волну паники. Но поведение медведицы говорило совсем об обратном. Она не кидалась на человека и не демонстрировала агрессию. А напротив, она постоянно будто жаловалась на что-то и, пристально глядя на человека, то и дело порывалась уйти. Да как будто зовет, осенила Джона, чего же она от меня хочет? Кажется, в этот момент мысли о неописуемом конце ушли куда-то далеко на задний план, а в сознании парня вновь включился безотказный доктор, всегда готовый помочь. Он и сам не заметил, как зашагал вслед за медвежьей семейкой. Теперь медведица явно поторапливалась, то и дело оглядываясь на человека и каждый раз убеждаясь, что он идет следом. Зато медвежонок теперь почти не прятался, выскакивая чуть ли не под ноги парню, с надеждой глядя на него, как будто требуя еще одно большое яблоко, которое, видимо, пришлось ему по вкусу. И вот они вышли к берегу реки. «Интересно, зачем она меня сюда привела?» — подумал Джон, и тут же нашел ответ на этот вопрос. Возле берега лежала большая куча сетей, и, приглядевшись, парень увидел, как кто-то в них отчаянно барахтается. «Так он же утонет!» — выдохнул парень и, уже не обращая внимания на медведицу, кинулся на помощь. В сетях и правда был еще один медвежонок. Он крепко запутался и, несмотря на всю свою медвежью силу, так и не смог выбраться на берег. Набегающая волна накрывала его с головой, и медвежонку приходилось изо всех сил барахтаться, чтобы остаться на поверхности, удерживая на себе еще и груз всей сети. Это же какой же изверг на территории заповедника сеть расставил? Негодовал Джон, доставая из кармана перочинный ножик, которым он еще полчаса назад чистил свое яблоко. Нож был очень маленький, больше подходящим для резки фруктов, чем для перерезания веревок рыболовной сети. Много времени ушло у Джона, чтобы освободить ослабевшего медвежонка. Он весь промок, но все же был счастлив увидеть, что его помощь не прошла даром. Медвежонок выбрался на берег и тут же, стоя на трясущихся лапах, заревел, подзывая к себе мать. Странно, но парень уже не боялся ее, будучи уверен, что она прекрасно все понимает и не кинется на человека, только что спасшего ее ребенка. Следующее утро также встретило Джона шумом кузнечиков. Он поднял голову и посмотрел в окно. И тут он увидел ту самую медвежью семейку. А боже, а что же опять у них такое приключилось? Парень вскочил с постели и открыл нараспашку окно. Медведи увидели его. Мама-медведица даже встала на задние лапы, будто приветствуя своего друга. Джон помахал им рукой, а спасенный медвежонок громко заревел, будто желая выразить свою благодарность. После этого косолапое семейство удалилось куда-то вглубь своих владений. Джон снова прилег на постель. Теперь на его лице играла улыбка, а сердце вновь ожило и наполнило его желанием помогать животным. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания!